Всем привет, вы на канале Твин Китаю. Мы продолжаем проходить Тауматурга. Нам надо поговорить с Хаятом в подвале синагоги. А я тут все обыскала? Вроде да. А, да, подвальчик, это я помню. Подвальчик синагоги. Не туда. Я хочу квест с той женщинкой, имя которой я до сих пор не вспомнила. И хотя я могу посмотреть ее имя в дневнике, мне просто лень. Объявление. Новый тип телескопа Плутон. Насладитесь красотами ночного неба за скромную плату. Для аренды обращаться по адресу. Объявление сорвано в уголки. Вероятно, оно было где-то приколото. По адресу такому-то можно за скромную плату испытать новейший телескоп Плутон. Да? Я могу, типа. Ну да, могу. Да блин, что такое? Там, кстати, блин, интересное место, надо сходить. Дайте мне новых салюторов. Шульский готов? Я готова. Ну и бардак. Говорит, это еще не бардак. Откуда вы знаете про этот ход? Вы, Рэба, не единственный, кто знает секреты этой синагоги. Я давно тут живу, успела освоиться. Ваш поступок, Хаят. Будет вам, Рэба. Вы же понимаете, что не сбежите от этого разговора. Опа. А я могу уже осматривать? Колонна. Будем честны, если бы не эта колонна, крыша бы давно обвалилась, но и сама она держится на честном слове, не вселяя особых надежд. Колонна дрожит от страха того, кто наблюдал за ритуалом призыва. Голем, материальное воплощение салютера, был рожден в потрясающем, но в то же время чудовищном спектакле, напоминавшем скорее кошмар, нежели прекрасный сон. Материал с надписью. Материал с аккуратно начертанным заклинанием на иврите. Над материалом витают слова в глубокой сосредоточенности. Любая ошибка, любой маломальский изъян в заклинании обернется неудачей, если не смертью каббалиста. Посему спокойствие, уверенность и тщательность ставки слишком высоки. Метка Исаак Софер. Ведра глины. Видимо, из этой глины сотворили голема, но на тогда еще сырой глине отпечатались фрагменты дилеммы. С одной стороны, оживлять голема — это крайность, даже авантюра, с другой, сволочь Шульский сам напросился. Страшному греху соразмерная кара. Ну да. Разрушенная стена. Теперь понятно, как голем вырвался на свободу и откуда у Фельдмана проблемы с крышей. Камни трещат, крошатся и падают, стена рассыпается в пыль от свирепого удара на человеческой силы, которым движет лишь ненависть, пустота и тяга к разрушению. Подвал синагоги. Это здесь создали голема, который убил отца, а теперь охотится на меня. Я-то и не подозревал, что салютеры могут принимать материальную форму, но оказалось, каббала и ненависть способны исказить даже основополагающие принципы тауматургии. На сей раз один и не справлюсь, мне нужна помощь. Грибать. Вам что? Стоит ли удивляться дырявой крыше, если фундамент что-то там, чудесная метафора. Но то, что здесь произошло, не имеет никакого отношения к Всевышнему, верно? Господин Шульский хочет знать, откуда взялось проклятие. И именно здесь оно обрело форму. Если бы я... Теперь-то я понимаю, но когда я говорил с Софером, мне казалось, будто месть и правосудие — это одно и то же. Месть и правосудие — разные вещи. Местью движет гнев, который приводит к ошибкам. Но ведь Софер согласился. Он призвал голема. Что еще вам нужно знать? Здесь я больше ничего не узнаю. Что вам удалось выяснить?
Такую дыру невозможно не заметить, ее пробил оживший голем. Никто ничего не видел, как такое возможно? Вы об этом беспокоитесь, Ребе? Софер загнал Салютору глиняную оболочку. Софер велел мне принести глину, вязкую и холодную. Не знаю даже, сколько таких ведер я принес. Я несколько часов лепил великана, пока руки не онемели. Я чувствовал, как глина поглощает мой гнев, будто моя ярость помогала ей обрести форму. Часов? Должно быть, жутко устал. Несколько часов не такая уж большая мука по сравнению с проклятием на несколько поколений. А вам, сударь, не стыдно? Почему? Подожди, так он же ничего не сказал. Мне показалось, или он просто промычал? Он же просто промычал. К чему тут это? Окей. Упомянуть кусок ткани с надписью. Кажется, это обрывки ткани, на которой Софер написал что-то на иврите. Может, это молитва или заклинание. Прочитать надпись невозможно. На этом все, но я так и не приблизился к разгадке. Мне нужен кто-то вроде Софера. Тауматург и каббалист? Знаете такого, Ребе? Мне в голову пришло одно имя, но... Ариэль Рофе. Мстительный, никчемный безбожник и негодяй. Чья б корова мычала? Вы знакомы? Что ж, я с ним хорошо знакома, он явно не захочет мне помогать, но я найду его. Видимо, семейству Шульских только дай вступить в конфликт с евреями. Да, они все так и думают, как бы... Хочу задать вам один вопрос, Виктор Станиславович. Учитывая обстоятельства, как вы думаете, какую ответственность несет ваш отец? Вообще-то он говорит Виктор Шульский. Почему говорят Станиславович, если, Зачем? Какую ответственность несет ваш отец? Я не буду ничего отвечать. Мы с отцом не общались много лет, стоит признать, это решение мы приняли по обоюдному согласию. Но я все равно не хочу его осуждать. Долги всегда нужно возвращать. Я свои возвращаю. Ладно, думаю, нам пора. У меня от этого места кровь в жилах стынет. Я хз. Давайте увидим господина Шульского отсюда подальше. Приходите завтра, выпьем чай, обсудим кое-какие вопросы. Mr. Shulsky, I would like this to be our farewell. Скажу вам от чистого сердца, гнев и гордыня дурные наставники. Я убедился в этом лично. Вы еще можете спастись, а вот я уже нет. Буду думать о вас. Shall we? Let's get out of here. Да, пока. Окей. Чтобы починить или уничтожить голема, мне понадобится помощь каббалиста. Равен Фельдман подтвердил мои опасения. Единственный известный ему каббалист Тауматург — это Ариэль Рофе. Знаете, что мне срочно надо зайти в YouTube, прочитать один комментарий. Так, секунду. Все, я вернулась, я прочитала. Мне надо было срочно узнать кое-что, что мне писали насчет этой игры. Я узнала, иду дальше. Вам я, конечно же, не скажу, что это. Типа спойлеры, там все дела. Частично. Не то чтобы прям... Мрачное ущелье, куда стекаются баржи силезийского угля, заморских апельсинов, кофе и шафрана. А ну-ка сюда. А ну, стой, подожди. Цирюльник портной здесь, а цирюльник тут. А, все, окей. Да. Стой, знаешь что? Нет. Не, подожди.
Вот это я хочу. Покойный Равен в своих записках опасается, что в мире завелся джин. Любопытно, возможно, стоит там осмотреться. Тут это понятно. Дождаться ответ. Давай вот это. Ага, это здесь. Пойдем. Обыскать Гжибовскую улицу. Ну, я-то обыщу, конечно. Давай, я ищу. Дайте пройти, пожалуйста, да блин. Ой, а тут искать-то сколько? Приехали. А? Окей. Мне сюда надо было, да? Что такое? Can you feel it? Вы его чувствуете? He moves with the Он bustle ходит of the меж market лотков and the в гомоне rustle of базарной sand толпы, waves в шелесте around the песка. hillside. It feels Ощущение, like the будто солнце sun поднялось с зенита и standing нещадно at its палит. zenith and burning mercilessly. It's a visitor Ну, from это the гости harsh суровых desert пустынь. land. Джин. A djinn. Ух ты, ух ты, ух ты. А этот страшненький такой. Ну, страшненький в плане прикольно страшненький. I felt something. Кажется, рядом что-то... Ой, я не знаю. Я так обожаю такие необычные дизайны, вы бы знали. Просто обожаю. Можно мне дневник? Можно мне дневник? Вот, Джин. Повелитель пустыни людских страстей. С ним нужно быть осторожнее. Например, не загадывать желания, иначе его обманчивая натура до добра не доведет. Мне нравится. Гостиный двор. Цветы? Какие именно? Здесь их хоть отбавляй. А как насчет настоящей вазы эпохи рококо? По крайней мере, так утверждает упрямый продавец. Может, часы для деда, отца или любовника, или нитку жемчуга, килограмм сочных яблок. На гостином дворе исполняются любые желания. Нужно только беречь карманы, особенно если вы пришли за чем-нибудь подороже. Здесь можно исполнить заветную мечту и остаться без кошелька. Я хочу этого джина. That wasn't too hard. Эфирные масла, сандаловое дерево мира и живица. Пахнет приятно. Над маслами парят слова горячей убежденности, которую ничто никогда не развеет. Почему же я не могу пахнуть как роза? Кто вообще определяет, что можно, а что нельзя? Каждый волен носить, что нравится. 2 бутылочки, пожалуйста. Согласна. Можно, конечно, можно. Люди видят, кто ты. Носи хоть шелка, хоть половые тряпки, одевайся в классику, авангард, во что угодно. Клетки, ромбики, спирали, орнаменты, золотые нити. Все подходит ко всему, все всегда сходит с рук, если носить с уверенностью в себе. О, я вижу там что такое. К той хабалке не ходи. Подождите, я сейчас поговорю. Купить леденец. Среди такого разнообразия цветов и ароматов все равно постоянно попадается лакрица. О май гад, лакрица. Блюю по-фински. Кто поняли, те поняли. Когда-то на стриме по Verizon у нас был такой прикол. Ну и я, не люблю лакрицу максимально. Скамейка. Скамейка стоит немного в сторонке, но на рынке от шума не скрыться. Место отдыха отмечено гневом и раздражением тех, кто хотел получить передышку от осточертевшего начальника. Сколько еще мириться с этой несправедливостью? Неизвестная метка, кстати. Женщинка хочет со мной поговорить, то подожди, сначала найду все, что тут есть. Огрызок яблока. Если по-другому джина не найти, так и быть, я к нему притронусь. Зубы впиваются в сочную плоть, каждый кусочек уголек топкую эмоций, распаленную до предела. Они делают все, что он скажет, и до сих пор не получили даже копейки. Огрызок падает в грязь, рядом падают остатки терпения. И довольный человек. Прекрасно. Скульптура, бюст. Подлинно старинный и редкий, если верить цифре на ценнике. Ладонь скользит по бюсту, а в голове уже жужжит рой мыслей пчел. Нет, не выйдет, слишком тяжелый, особенно учитывая, что другая рука занята проклятой корзинкой цветов. Опа. Часы. Красивые карманные часы. По часам бродит тревожная мысль, заставившая бросить затею не рисковать. Не хотелось бы попасться по опрометчивости. Может, торговец не заметит пропажи других вещичек?
Смотри, у нас тут воришка. Ты кто? Продавец желаний. Не, я тайно такое не веду, спасибо. Вывеска. Броский лозунг обещает исполнение любых желаний. От вывески исходит легкий свет надежды, надежда на то, что лозунг приживется, понравится людям, и от новых клиентов не будет отбоя. Что это тут у нас? Я с тобой тоже поговорю позже, может быть. Может и нет. I don't know. Шо, все? Нет, вот тут что-то есть еще. Цветок. На прилавке рядом с тарелками лежит африканская ромашка. Цветок источает стойкий аромат расцветшей сердце сладостной беспечности. Его оставили здесь, уходя, словно визитную карточку, и он тут же зацвел эмоциями. Знакомый метка вор. Цвет. На рынке явно орудует вор, выдающий себя за торговца цветами. Найти его не должно составить труда. Не должно составить труда, но не важно. Давай поговорим. Не хотите купить цветики? Они украдут ваше сердце. Случайно не замечали недавно каких-нибудь необъяснимых явлений? Здесь-то? Сударь, у нас их 1001 на день. Лучше купите цветик. Ну ладно. Возьму цветок. Петлицы будут изумительно смотреться. Африканская ромашка, этот цветок я искал. Чувства свежи, как утренняя роса, я ощущаю, как крепнет надежда и уверенность при виде проходящего мимо франта. Книжица на поясе выглядит богато, да, он подойдет. Африканская ромашка. Мне нипочем самые суровые условия. Но даже вы, я смотрю, разбираетесь в цветах. Скорее в людях. Не могу отделаться от ощущения, что мы уже встречались. Да что вы меня с кем-то путаете? Я знаю, о чем говорю. Вы оставили такой же цветок у одного из прилавков и были этим весьма довольны. Получили взамен красивую фарфоровую тарелку. Еще до этого рассматривали золотые часы, но одни пришлось оставить, когда продавец насторожился. Мне продолжать? Тауматург. Слыхала я про ваши фокусы. Хочешь увидеть настоящую магию? Стой, остановись. Сейчас же молча. Что удумал, ворюга, цветы у девушек красть? Офигенно, спасибо большое. Тебе, видать, больно. Ну, блин, ну да, давайте, все, давайте, я поняла. Господа, все обвинения в мой адрес беспочвенны, вас водят за нос. Все вы так говорите, пускай разными словами, но... А люди без добра своего остаются. Пламя, что будем с ним делать? Ну ты серьезно? Бесполезный труд. Не похоже, что охранников интересует работа. Какие-то неравнодушные и подавленные. И что это значит? Они что, под влиянием каким-то? Судя по всему, управляющий гостиного двора экономит на зарплате охранников, эти работают буквально за спасибо. Эмоции были накалены до предела. Одна искра и бабах. Оу, май. Я до сих пор, я не знаю, мне кажется, что если я буду часто их использовать, я имею в виду своих салютеров, вот эти вот магию, да, то в конце, возможно, будет плохой итог для нашего ГГ. Ну, типа, тут же стоит выбор все-таки использовать или самому. А с другой стороны, у тебя есть возможность делать это, и почему бы не упростить себе жизнь? Типа, что может быть в итоге плохого? Я не знаю, ад? Я хз. Рабство у салютеров? I don't know. Окей, давай. Вы злитесь не на меня, в конце концов, не я вам должен денег. Отправляйтесь к источнику вашей злобы. Хотя я бы их, наверное, легко побила, ну. Пламя. Правда жестоко. Воришка дело говорит. Какой смысл потрошить мелкую рыбешку, когда проблема не в ней? Но я тебе давно хотел сказать, только боялся, что...
Пламя, за кого ты меня держишь? Пойдем заглянем в этой сволочи. We'll settle things with that scum in his office. As for you, you know what'll А что до happen if you тебя? come Знаешь, что here тебя again, ждет, right? если сюда вернешься, правда? You Мы understand? друг друга поняли? I'm already gone. Угу, ухожу. А почему я не ухожу? Подожди, куда я ухожу? А, она ушла. Ага, она убежала, окей. Ладно. Мне интересно, я еще могу поговорить с челом, который тут стоял? Наверное, надо было с ним первым поговорить, не тут. Ну ладно. Так. Бежим за ней. Ну блин. Вот теперь я думаю... Игрушечный солдатик, деревянная фигурка русского солдата. Эх. Что там нужно? А пофиг, что там нужно. Подожди. 6 разум. Я сейчас все повкачиваю, да? Два. Или не вкачивать все пока? Хороший вопрос, конечно. Оставить 4 на случай, когда понадобится. Ну, давай. Окей, давай. Excuse me? Кстати, даже не прочитала. Замедляет запланированное действие врага. Так, разум 6. А у меня сколько разум? Почему? Я же вкачала. Не поняла. Разум 5, а он вкачается только если что. Ну да, 1, 2, 3, 4. Мне сначала надо, что ли, получить эту. Да блин, ну не гони. Украденные часы, как те, что я видел на одном из прилавков. На берегине, которым отмечена пропавшая вещь, полно решимости. Он должен утолить жажду. Источник совсем близко. Прохладная вода из самых недр земли. Мысли стремятся к колодцу, но глаза всегда настороже. Да вот это. Не пойму, почему у меня здесь появилась эта метка. Из-за того, что я вот это открыть не могу? Ну, так логично, что я не могу. Тогда мне, наверное, надо идти выполнять обычные задания сначала. Ну. О, тут что-то есть. Ух ты. Interesting. Любопытно. My thief was Моя definitely воровка здесь here. была. Or could the Или gin be это Джин deceiving водит me? меня за нос? Что? Насос. Стертый насос над древним колодцем. Местный ориентир. Холодный металл отражает множество мыслей. Среди них и тревога воровки, и первобытное наслаждение от утоления жажды, в котором, как в горсти воды, с железным привкусом играет бликами солнца. Пожаловаться на жару? Зачем? Салютер тогда, я не знаю. The heat again. Опять жара накатила. What tricks Что за are these? фокусы? Welcome to the watering Добро hole. пожаловать к водопою, скиталец. Show Окажите proper должное respect. почтение. Ты кто за черт? Ну, давай. Hello. Меня зовут Виктор. My name's Victor. Здравствуйте.
They call me Меня зовут Али, это мой колодец. And this Вы уже is из my него well. зачерпнули? Did you draw from it? Ну, I'm not мне не looking нужны for неприятности. Then answer the Тогда question. ответьте на вопрос. trouble. No. Нет. So, what Так, are you что вы doing тут here? делаете? I was Я кое-кого looking for искал, увы, someone безуспешно. here, but I didn't find them. At the zenith, Когда солнце in в the зените, desert, заплутать в it's пустыне not нетрудно. hard to lose your Да way. кто ты? Are you Такое trying чувство, to что вы lead me пытаетесь сбить astray меня с пути, like прямо Jim? как джин. I meet desert Иногда я spirits встречаю духов sometimes, пустыни, но не хожу but их I don't тропами. walk in their paths. Смертным это не No положено. mortal should. Май I'm гад. just Ali. Я всего лишь Али. I'm following Я иду the по следу trail of воровки, a все никак не могу ее particular поймать, thief, но but я so знаю, far что она she была здесь. has eluded me. I know she passed this way. It sounds like she's one Быть of the может, jinns. она одна из You джиннов? weren't far off. Я бы не удивился. Have you seen Вы ее her? видели? I've not only Не seen только her, видел, я с ней I знаком. also know her. And since you showed Вы me оказали мне respect почтение at the водопоя, и я waterhole, расскажу, где ее I'll искать. tell you where to find her. Не Go зря. south and Ступайте на find юг, туда, где washerwomen трудятся there. прачки. Воровка живет Your среди thief них. lives among them. Your oasis is within Ваш reach. оазис уже близко. Просто прекрасно, невероятно. Что I'm такое? talking to you, man. Я к вам обращаюсь, уважаемый. What? I asked why Я спросил, you're чё вы так staring at this pump. таращитесь на колонку? Did you see Вы a man видели near the мужчину у watering водопоя? Near the pump, У колонки someone's вечно always кто-то loitering ошивается, чему around тут it. удивляться. What's strange about it? hole? Do you know Вы знаете, Ali? Али? Because there's not Вы enough думаете, у elites нас один here Али in на the весь Jewish еврейский quarters. квартал, я 5 I know знаю. at least 5. No Не примите offense, близко but к сердцу, you но wouldn't сдается мне, у вас sound не like все someone дома. who's lost his marbles. Ну, типа, You better go now. Be on your way. пока. У вас не все дома. Видение. У меня было видение, я встретила у водопоя загадочного мужчину, и тот поведал, что девушка живет возле прачечной на юге Мирува. Воровке такое явно не впервые. Она запутывала следы с холодной головой и ровным сердцем. Пока я ее ловила, мне явилось видение, насланное, вероятно, самим джином. Теперь я знаю, где ее искать. Ха. Почему ты говоришь мне идти сюда? К сожалению, я не могу прочитать, у меня не хватает сил, но мы и так знаем все, что надо знать уже, да? Цирюльник. Цирюльник? Цирюльник. Я не помню, я у него была? Да вроде была. Please, come in. Пу-пу-пу-пу. Это я у него сделаю стрижку, да? Да, это здесь. Не, вот это очень странно выглядит. Ну, правда, я не знаю, почему она выглядит странно. Вот это ничего. Ну, вот это ничего. 50 на 50. Вот это стандартная. Тоже мне нравится. Ну, пусть... Блин, может, стандартную сделать? Она такая объемная. Ладно. Ладно, все, ладно, неважно. Отменить. Да, все. Я крайне довольна, я ничего не изменила. Спасибо большое. Я крайне довольна. Что? Это здесь. Дверь. Нижняя половина покрыта еще свежей краской. Дверь пульсирует словами «3 быстрых, 1 медленный». Не забудь их произнести уверенно, твердо, дабы подчеркнуть важность. 3 быстрых, 1 медленный. Let's try. Он же стукнул 4 раза, или мне кажется. Open sesame. Так, ну да, 4 надо. 3 быстрых, 1 медленный. Я что-то... Слышь, Кидала, а ты где секретную фразу узнал? Хз. Мне хочется, правда, пошутить. I know a thing Предупреждаю, or two я about знаю magic. магию. Могу тебя в If жабу you don't превратить, если behave, будешь себя I'll плохо turn you вести. into a toad.
Главное, чтоб не в кидалу. Окей. Ха. Don't get in Не my советую way, вставать у меня на understand? пути. Ребенок, пока. Нечего таким пижоном тут делать. Ты все сказал? Я не к тебе. Так. Мальчик не доверяет незнакомцам и ни на секунду не теряет бдительности, чтобы не сказать лишнего. Картина на стене. Старая скучная картина в простенькой деревянной рамке. Эта картина — вместилище ярких воспоминаний, единственная вещь, которую она забрала из родного дома в Бартицах. В этой деревне не было будущего, зато был отец. Отец. Ностальгические воспоминания внезапно смывают волну решимости, и она не закончит, как отец, чего бы это ни стоило. Плед. Теплый плед в клетку. Он спрятался под плед и задержал дыхание, притворившись, что его нет в комнате, где Лейла кричит отцу, какой он никчемный. Когда сестры забирали его в Варшаву, он сделал то же самое, притворившись, будто они ушли без него. Это не просто плед, это его плащ-невидимка. Я сохранюсь. Внезапно у меня начались мысли о том, а идет ли вообще запись? Да, идет. Я иногда рандомно думаю об этом и начинаю нервничать. Надо купить второй экран. Старый, деревянный, слегка пошатывается стол. Над столом повисли слова безобидного спора между братом и сестрой. Ему к вареникам с картошкой хочется лука, а ей сметаны. Голос мальчика стал громче. Папа всегда жарил к вареникам лук. Я хочу домой. И спор перерос в нечто большее. А я ела и с луком и сметаной. Но у них, наверное, нет на это ресурсов. Картонное окно. Кусок картона вместо стекла. Эта скромная обитель пылает эмоциями. Отвращением от осознания, что приходится жить в таком поганом месте, и надеждой, что скоро все переменится к лучшему. Непременно. А еще чувством ответственности за тех, кто дорог. Лейла присматривает за братом и сестрами, которых она забрала из Бартиц в надежде подарить им будущее, на котором там шансов не было. Ей казалось, Варшава этот шанс предоставит, но даже здесь каждый день дается кровью и потом. История каких тысячи. Говорить. Давай поговорим. Все уже перемацал, Пентюх. Вали отсюда. Что такое Пентюх? Кто тебя научил таким выражением? Может, тебе язык с мылом вымыть? Нет у нас денег на мыло, свиноматка буржуйская. О боже, что? Что это такое? Он же сказал что-то там бастард. Куда? Зачем вы перевели? Что это вообще должно значить? Давай поговорим про твою сестру и про тебя. Не знаю, что ее зовут Лейла. Я с кидалами не разговариваю. Поговорить про вареники с картошкой. О май гад. Я тоже вареники с картошкой люблю. С лучком поджарить, как сестра тебе делает. Отвали уже, а? Я вас обоих приглашу на свежее, если скажешь, где Лейлу искать. Врешь, кидала. Ты прятался под этим клетчатым пледом, когда сестра ругалась с отцом, так ведь? И что? Я чувствую, как тебе было страшно, когда она несла тебя завернутого в плед через варшавские заставы. Жить в доме с побитыми окнами — сомнительное удовольствие, особенно осенью. Лейла хочет найти тебе место получше. Но если ты не скажешь, где она, я не смогу помочь. Ладно, уболтал, скажу, если отстанешь. Она, наверное, в гареме. Это такой местный бордель здесь недалеко. Сразу говорю, она там не работает. О май гад. Название, конечно, вообще просто. Просто мда. Тупо. Ну, ладно, место тоже тупо мда, но название... Что? Можно, не буду реагировать. О май гад. Я
Ладно, не обращайте внимания. Рапорт агента охранного отделения. Полицейское управление Варшавы в Средместье. Рапорт. 3 сентября, получив анонимное донесение о подозрительном собрании в квартире 8 на улице Твардовского, отправился по указанному адресу. По прибытии на место обнаружил группу из 12 человек за игрой в бридж. Удостоверив личность собравшихся, проинформировал начальство о необходимости проведения регулярных проверок, поскольку бридж может служить прикрытием вредительской деятельности. Подписи Абалаков Петр Иванович. Машинопись, подписанная псевдонимом агента охранного отделения. За квартирой такой-то, где встречаются игроки бридж, установлена слежка. Ага. Боже, что? И можно, пожалуйста, без всякого... Harry, of course. Ну, конечно. You tried to deceive Ты пытался me, меня but it's not одурачить. gonna happen. Не выйдет. You'll be mine. Теперь ты мой. Ого. You'll be mine. Сюда. Салютера, сюда. Что это тут? Выход. А тут что? Это закрыто, понятно. Иду внутрь. Сейчас посмотрю, что это такое. Недописанное письмо. Дорогая Жижа, первым делом позволь сообщить. Мы живы, эти ужасные события минули нас стороной, но лишь по воле несказанной фортуны или, быть может, по Божьей милости. Или потому, что адрес нашего на то время проживания еще не стал достоянием общественности. Мне не передать тот страх, в котором мы жили. Обезумевшая толпа пронеслась по крахмальной улице стадом разъяренных быков, сметая все на своем пути, не щадя ни мужчин, ни женщин. Нашим девочкам удалось скрыться в пристройке одного из домов и забаррикадировать двери подручной мебелью. Я по ночам тайком носила им еду. Ты правильно поступила, дорогая Жижа, когда уехала из этого города. Не думай сюда возвращаться. Я пишу это из лучших побуждений. Боюсь, ты можешь не узнать лица тех... Конец. Лица тех, кто такой? Лейла. О, это она. Есть тут что? Я хочу пошариться. Что, даже нечего почитать? Что, на приколе это что? Беглые пометки. 1893 Всемирная выставка в Чикаго. Выступление маленькой египтянки «Восторг». Под музыку улиц Каира найти ноты. Его называют «Данс Дювантер» или «Хучи-кучи». Подергать за ниточки в Париже. Безумная идея. Ревью с нашими девочками. Что? Окей. Беглые пометки. Ну, в принципе, да. Сколько можно получить за это добро? Тихо, у нас гость. Тебя не учили, что подслушивать нехорошо? Я пришел к ней. Хочу кое-что обсудить. Мне видится, он пришел в бордель не философствовать. Вы знакомы? Можно сказать и так. Если будет докучать, ты знаешь, что делать. А ты, чтоб вел себя прилично, а то девочек распугаешь. Телохранитель ваш? А что, тоже такого хочешь? А может, меня хочешь? Никак глаз положил? Пинсет, владелец гарема, сутенер, скупщик краденого, крайне опасная личность. Однако Лейла, кажется, в борделе чувствует себя в безопасности. Она здесь как дома. Что мне на это вообще отвечать? Парировать? Мне интересно, как он парирует это. Блин, мне интересно. Положил, как же, дома, чтобы вас не видеть. Надо было и мне так сделать. Как ты меня нашел? О боже. Ага, положил глаз дома. О май гад. Как бы сказала Али, сперва представимся, а потом полюбимся. Вы, насколько я знаю, знакомы. А меня зовут Виктор. Я не знаю никакого Али. Как ты меня нашел? Я недавно познакомился с вашим младшим братом. Надеюсь, он тебе нервишки-то потрепал. Уверяю, с его маленькой буйной макушки не упал ни один волос. Да как? Да я ж ничего плохого, я ж... Я ж чё? Ну чё сразу?
Я вообще тут одна из самых добрых в этом заведении, ну, типа, по факту. Мужчин, в смысле. Ну, он, не я. Да ладно, пофиг. Неважно. О, ну, я не знаю, у меня просто вот этот салютер мой фаворит пока что. Я не видела, конечно, всех остальных 4, но вот этот из всех, что... А, нет, подожди, получается, 2 я видела. Это Джин и Голем. Значит, еще 2 не видела. Но пока что из вот этих всех, которые я видела, вот этот по дизайну просто мой любимый, серьезно. Он просто... Мне капец нравится. Угу. Угу. Ага, минус. Окей. О. Я, наверное, пока меньше всего пользовалась вот этим, который птичка. Вот этим вот. Лелек. Или буковац. Ну, вот эти 2 пока вроде больше всего, особенно упырь. А подожди, что у тебя восстанавливает? Ты знаешь что? Ты знаешь что? Ты давай, наверное, не надо, да, заниматься вот этой вот фигней. Восстанавливает он. Слышь, что ты там восстанавливаешь? Нифига себе, вот это восстанавливальчик. Нифига ты не восстанавливаешь. Значит, я снижу тебе концентрацию. Всю. Грыбать? Вот же ж. У меня не хватает силы какого-то там слова вроде, чтобы убрать ему вот эту вот черту. Силы слова, грани слова, да. О, вот теперь убрала. Изи. Изи. I can feel... Well, what is it? О, можно теперь полазить, правильно? Губная помада красная должно быть одной из женщин. Красная помада ложится на губы, из которых срываются слова утешения. Она должна убедить новенькую, что здесь все. Это странно, наверное, звучало, да? Ладно, не обращаем внимания. Она должна убедить новенькую, что здесь все так работает со времен облавы. Ей нужно лишь связать и как следует напоить клиента и не воровать слишком много, чтобы он не заметил такой приказ хозяина. Хозяина, блядь. Заведение? Дорогая скульптура,
Поставлена в зале как символ роскоши. Над скульптурой повисло едва заметное облако сплетен. Девушки хвалят Пинцета за предприимчивость и смекалку. Многие сутенеры потеряли в облаве все, включая собственные жизни. А Пинцет не только выжил, но и у гарема дела пошли в гору. Недовольно задумаешься, не спелся ли он с охранкой. Невольно. Недовольно. Но я и недовольна тоже, в принципе. Задумаюсь. Кресло скрипучее и неудобное. В ожидании Пинцета, который, как всегда, опаздывал, она повторяла про себя комбинацию к сейфу. 1891. Интересно, почему он выбрал это число? А, в общем-то, какая разница? Шли сюда. Hello, Опа. sweet secret. Так, а что мне дали это что-то? Пачки банкнот. Маленький сейф ломится от денег. Большинство банкнот помнят о пальцах, что не спеша аккуратно доставали их из карманов пьяных в стельку хозяев. Одни пальцы были проворны, другие дрожали, как лист на ветру, ведомые неумелой рукой. Но и те, и другие исправно пополняли сейф, ведомые. Вот же ж ты, я тебя просто сейчас... Часы тоже украдены на гостином дворе. Стрелки часов показывают время и указывают на эмоции, наполнявшие сердце воровки. Одна стрелка на гнев от тех грошей, что она получила за добычу, другая на удовольствие от того, что она все равно берет свое, а никто даже не догадывается. Без страха. Гаремом управляет Пинцет, сутенер и скупщик краденого, которому Лейла продает свою добычу и с которым шутки плохи. Вот только девушка недовольна тем, сколько он ей платит, а потому подворовывает из общего сейфа, где хранятся деньги, украденные проститутками у клиентов. Но даже в воровском мире есть свои законы. А давай я тебя сейчас побью морду за то, что ты мало платишь, раз уж хотя бы так. Скажи, мои люди еще хоть на что-то сгодятся? They'll live. Жить будут. Я же просила вести себя прилично. It's a nice place. Приятное местечко. Почему гаремом назвал? Почему-то Уматург отвечает вопросом на вопрос. А ты лицом не щелкай, ладно? Интересно мне, как оно с вами-то Уматургами в постели? Чем ваши бесы тогда занимаются? Ты хочешь проверить? Давай. Мы можем устроить. Это... О май гад, да что, я хочу ответить на это этим, но я не буду, ладно. Я открыта к всему, ты знаешь. Я открыт к любым предложениям. Не уверен, что подобное откровение сейчас уместно. А чё? Но ты меня заинтриговал. Подожди, это было неожиданно. Это сейчас был намек? Why tweezer? Скажи, почему Пинцет? А ты повернись задом и узнаешь. But I've also heard a few creative variations. I think I enjoyed Squeezer the most. Get it? I see. What the fuck? It's kind of funny. Что это было вообще? Окей, в мае во время облавы на сутенеров был I здесь? was, Здесь был и есть. Вы многим повезло but I'm still меньше. here. Ладно, дед, пора мне, короче, пока. Sadly, not everyone was as fortunate. What caused the Как дело lynching? дошло до облавы? No, kitty cat. Нет, котенок, The тут надо right спрашивать, question почему. is why. However, no Только one вот никто knows this точно for не sure. знает. Одни говорят, причина в Some рабочих say it was антисемитах, anti-Semitic другие, что это motives. провокация охранки, потому Others что say сюда that часто it's заходят provocation солдаты. from the Ohrana, because soldate are regulars here. Sometimes Иногда, чтобы bad усмирить blood needs to be разъяренную spilled чернь, нужно to make пролить the дурную rabble кровь. docile again. Что? Упомянуть охранку? Luck can also be helped, Удаче right? тоже можно помочь. If one Сделка has, с for охранкой, к example, примеру, сильно a deal облегчает with the жизнь. Ohrana's provocateurs, it can make a lot of things easier. They say that luck Говорят, удача favors сопутствует those who тем, manage кто on может their справиться и own. без нее. I'm Я alive, жив, девочкам and the есть и girls have a работать, и place все to work. довольны. Everyone is happy. Я недовольна. So what if the hateful А если mob разъяренная targets all толпа magicians завтра решит, tomorrow? что всех колдунов надо And the only поперевешать и спасти rescue тебя for и твоих you and друзей your сможет только friends сделка с will be to make a охранкой? deal with the Ohrana. Will you help your luck Будешь тогда then, помогать or удаче will или you complain? жаловаться? Понятия не имею. Все? I don't Не know. знаю. Я I'm в похожей not in a ситуации. similar situation.
Based on Судя what по I слухам hear на on the улицах, я бы на streets, твоем месте задумался о I'd таких start вещах. considering such matters. Я I не have some буду... other questions. There are so many more pleasant things you could do here with that mouth. But ask. О май гад, он сейчас сказал, твой ротик на такое способен, а ты ним только разговариваешь. О май гад. Ой, блядь. Ладно, я не буду говорить, что Лейла у него ворует, я уйду пока. Я не знаю, может быть потом, но вряд ли я вообще это скажу, потому что вряд ли, вот почему. Давайте на этом закончим с Лейлой. Лейла. Поговорим уже в следующий раз. Я так ржу с вот этого чела, который тут валяется, двух. Они так смешно лежат, но вот этот смешно лежит, капец, смотри, мордой в пол. Ладно, неважно. Ну, получается, спасибо вам, Тинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.